Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, решил пополнить свою коллекцию режущего инструмента самодельного еще и сверлом. Обычным сверлом, в классическом его понимании, изготавливать буду из вот этого вот куска арматуры. Сперва хотел порезать арматуру на токарном станке, но потом решил не ломать резцы по сварке и порезать ее ушеем. Болгаркой ее не называю, потому как многие возмущаются на этот счет в комментариях. Кстати, как должны лететь искры от себя или на себя, тоже есть много разных мнений. Поэтому я решил один конец арматуры отрезать искрами от себя, а второй искрами на себя. Это ушеем фирмы Denzel. Для того, чтобы перенастроить кожух и перекрутить ручку, требуется несколько секунд времени, и ключи не требуется. Это угловая шлифовальная машина у меня недавно, но в целом ей доволен. У нее длинный шнур, плавный пуск, ну и в целом очень удобная, хотел сказать, болгарка, нет, конечно же, угловая шлифовальная машина. Данный кусок арматуры я нашел на металлоприемке. По толстому слою краски можно понять, что изготовлен он не вчера. Марка стали этой арматуры мне неизвестна, но совершенно точно знаю, что закалке она поддается. Заготовка проточена и отшлифована. Теперь для того, чтобы нарезать винтовые канавки, как на обычном сверле, необходимо произвести определенные подготовительные работы. Сперва поменял шестерни на гитаре токарного станка. На моем токарном станке есть самодельная ускоренная подача, и за счет двигателя от этой подачи движок от стиральной машинки простой, и будет как раз процесс нарезания винтовых канавок. Основной двигатель токарного станка в этом процессе участвовать не будет. Я показывал в прошлом видео, как делал редуктор из подшипников, можно его видеть сейчас. Передаточное число примерно 1 к 120. И привод от двигателя от стиральной машинки через редуктор будет передаваться на ходовой винт. Это оправка для установки в резцедержку, в которую будут зажиматься фрезы. А это держатель для дрели, от которой будет идти привод на патрон с фрезой. А вот, собственно, и сама дрель той же фирмы, что и ушеем, Denzel. Почему именно эта дрель? Она двухскоростная, две скорости 3000 и 1100 оборотов в минуту. У нее длинный шнур, и она очень мощная, 1050 Вт. Поскольку соосности между оправками добиться сложно, вращение дрели на патрон с фрезой будет передаваться через крестовую муфту. Средняя часть сделана из бронзы, для того, чтобы все легко могло скользить. Устанавливаем на токарном станке ручки в таком положении, чтобы можно было нарезать метрическую резьбу с шагом 96 мм. Запоминаем положение делений на шкале патрона, замыкаем маточную гайку, включаем дрель, подводим, врезаемся фрезой и включаем двигатель ускоренной подачи. Напоминаю, основной двигатель токарного станка в данный момент не работает.
Одна винтовая канавка готова. Проворачиваем шкалу патрона на 30 делений. Подводим опять фрезу, врезаемся и повторяем то же самое. Для того, чтобы была еще одна канавка. После нескольких проходов получилась вот такая вот заготовка сверла. Далее фрезерные работы завершаем обычной концевой фрезой диаметром 8 мм. Что касается того, греется ли дрель. Работает она у меня в режиме нон-стоп и вообще не греется, едва теплая. Может потому, что от нее дует как от вентилятора. А другое дело, мой движок от стиральной машинки, он греется. Пришлось приделать вентилятор от системника. И вот теперь появился еще один тумблер на панели управления полетами. Получилась вот такая вот красота. Фрезеровка закончена, можно отрезать. Калить я решил при помощи горелок, но прогреть получилось только половину рабочей части сверла. Ну и конечно же отпуск. Нагреваю сверло, пока полированная часть слегка пожелтеет. Итак, наступает волнительный момент испытаний. Для начала решил попробовать просверлить обычную полосу толщиной 4 мм. Ни керню, не рассверливаю, даже не использую охлаждение. Сверлю в режиме реального времени без ускорений. Можно видеть, что и в этот раз сверло практически не пострадало.
Теперь решил устроить сверлу краш-тест. Просверлить дрелью. Это не сверлильный станок, здесь, конечно, совсем другие условия работы. Давить руками сверло такого диаметра очень тяжело, поэтому предварительно просверлил все-таки отверстия диаметром 3 мм. Но СОЖ не использую. Выход. Какие результаты испытания дрелью? Конечно, отверстие я просверлил, но не без последствий. Когда сверло провалилось и его рвануло, вот эту незакаленную часть слегка развернуло. Но все равно результатами я остался очень доволен. Ну вот, друзья, выточил сверло. Я, наверное, скажу забавную вещь. Мечты бывают разные. Кто-то мечтает о дорогих автомобилях, кто-то много денег хочет. А я мечтал всегда выточить вот простое сверло. Взять и самому выточить. И вот одной мечтой стало у меня меньше. Надеюсь, видео было для вас полезным. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем творческих успехов. До новых встреч.